Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Марк. На самом деле, я только сейчас понял, что я забыл снова посмотреть, когда он скинул мне именно этот ролик. Вот забыл. Серьезно забыл, поэтому если Марк, к примеру, напомнит, когда я скинул этот ролик, то он напишет, соответственно, в комментариях. А так, я надеюсь, что в этой игре будет максимальное проявление его скилла. Кто понял, тот понял, кто не понял, тот поймет. В общем, усаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам вечера. Также хочу напомнить, что сегодня день выхода нового патча. Я очень его жду и надеюсь, что я смогу сделать максимально быстро на него обзор, если, конечно, уже в этот момент не сделаю на него обзор, потому что ролик я снимаю для вас вчера, то есть, день выхода патча. Короче, вы меня поняли. Я снимаю сегодня, когда патча еще нет. Соответственно, обзор сделать не могу. И, соответственно, рубрика выйдет позже, чем выйдет патч. Все, вы меня поняли. Надеюсь, смогу сделать быстро обзор, потому что мне нужно будет самому протестировать весь этот патч, но там множество таких изменений интересных. Любимого антимага никто не нерфит. На самом деле, я не понимаю, почему его не нерфят. Он уже больше, чем год в топ-1 скиллового героя. Самая лютая имба патча. Почему его никто не нерфит? Без понятия. Видимо, разработчикам нравится такой лютый дисбаланс. Ну ладно, потерпим, пока совершенно окончательно пятая точка не сгорит. Ладно, поговорю немножко по поводу патча. Там же чистый урон переделывают. Теперь способности с чистым уроном и также самые обычные тычки не будут давать эффект кражи жизни. Это же отхил. То есть никакой предмет на отхил не работает. Я так понимаю, синергия чернокнижников тоже работать не будет. Это жесткий такой ребаланс. Это интересно. Вот серьезно, это очень интересно. Поэтому надеюсь, что патч меня очень порадует. Поэтому я сначала все потестирую, а потом сделаю обзор. Чтобы вот, скажем так, максимально честный получился. В общем, вы меня поняли. Итак, у него есть жрецы. Вопрос в чем? Будет ли он ставить жрецов? Будет, окей. Будет играть через лустрик. Это хорошо. Жалко, конечно, ему не упал клевер. Упадет ему клевер, будет вообще идеально. Ну и самое главное, чтобы на 10-м раунде он не откис от мобов. Тоже такой вот момент. Ой, какой предмет ему упал. Хо-хо-хо. Хорошо, что он играет сейчас на лустрике. Вот реально хорошо, что он играет на лустрике. Потому что предмет ему упал ужасный с рандомного сундука, если быть откровенно честным. А он еще и, кстати, раунд выиграл, прикиньте. Играет на лустрике. Нормально, нормально. Без предметов, без ничего. Кстати, Марк, ты можешь... как я сказал уже ранее, я хочу увидеть здесь максимальное проявление скилла. Я так понимаю, здесь будет нефритовый генерал в 3 звезды. Что-то есть у меня такое предчувствие. Если хочешь играть через лустрик дальше, то... Кстати, это старый патч, потому что здесь есть Discord. То есть это ролик, который он мне скинул еще до обновления, когда убрали вот этот вот Discord. Жестко. Это ж сколько дней прошло. И я только сейчас до него добрался, прикиньте. Вот такая вот у меня очередь на эту рубрику. Но я думаю, что придется просмотреть ролики и ролики со старого патча полностью убрать. Потому что на самом деле уже старый патч, настолько старый патч, неинтересно смотреть. Ребят, я не виноват, мне накидали такое количество роликов. Кстати, почему ты уровень не возьмешь, ты сейчас проиграешь раунд? Возьми уровень. Уровень возьми, получи баночку на отхил. Ладно. Нет, так нет. Хозяин барин. Марси есть. Бери Марси, ставь кунг-фу. Не, это жестко на самом деле. Если ему упадет сейчас на 10-м раунде реликвия Мамора, то у него будет нефритовый генерал в 3 звезды. Я знаю Марка. Я знаю, о чем я говорю. Сколько раз я играл с Марком, столько раз он показывал проявление своего скилла. Это было жестко. Это было жестко. Так, что-то я как-то не расслабленно сижу, на самом деле. Хотя нет, на самом деле я слишком расслабился. Развалился в кресле, такой сижу, чилю. Смотрю ролик. Смотрю проявление скилла. На самом деле, не знаю, я бы на его месте уровень бы взял. Взял бы на всякий случай баф орков.
Ну и Марсе сверху, потому что на 10-м раунде надо мобов выиграть 100%, потому что если не выиграет мобов, будет печально. Хотя на самом деле он даже как-то и не на лустрике сидит, судя по тому, что он выигрывает. Интересно. Все-таки решил уровень взять. Лину взял, мехов взял. И будет все-таки пытаться через лустрик сидеть. Но если ты хочешь через лустрик сидеть, то закинь в кого-нибудь маску. Ой, там у ребят тоже такие неприятные столы. Ой, совершенно забыл сказать, ребят. Если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале. Поэтому перешли в мой телеграм-канал, обязательно на него подписались. Почитали все условия, скинули мне свою игру, и я ее прокомментирую в порядке очереди. Потому что очередь большая, и все-таки я пересмотрю вот эти вот ролики, которые мне скинули, и все ролики со старого патча я удалю, поэтому кого не успел прокомментировать, без обид. Хотя на самом деле я уже по кругу пошел, и вот пришел к игре Марка. Вот так вот, вот так вот. Не забудьте еще этот ролик поддержать своим лайком и комментарием от 3 слов. Ну, если на YouTube тоже кто-то не подписан, то обязательно подпишитесь. Все-таки цель 5000 подписчиков, поэтому мне нужна ваша помощь. Поэтому погнали, ребята, не расслабляем свои булочки. Быстренько лайк, комментарий написали. Ну, и лайк поставили, а комментарий написали. Вы поняли меня. Главное, уверенно звучать. Все равно, как ты звучишь. Главное, уверенно. Интересно, как он будет этого нефритового генерала реализовывать? Тут есть шаманы, кстати. Может, здесь будут шаманы? Я хочу посмотреть на шаманов. Хочу, кстати, предупредить. Раз сегодня выходит патч, у меня есть несколько уже готовых роликов со старого патча, то есть со вчерашнего. Там обалденные игры, я их 100% наверное выложу. Может не все, но 100% выложу, потому что там есть такие игры, ой-ой-ой, там есть золотые роллы. Ну не хочу я сильно спойлерить, но просто скажу, что там есть золотые роллы. Есть обалденная игра на кунг-фу. Очень интересная игра, на самом деле она довольно-таки напряженная будет в моменте. В общем, я, наверное, выложу эти два ролика, а потом уже начну выкладывать с нового патча. Ну, посмотрим. В общем, напишите в комментариях, что думаете на этот счет, но я хочу выложить эти ролики, потому что они очень интересные, поверьте. Вы не зря потратите свое время, когда будете смотреть их. Там кайф будет на 110%. Баночки сразу юзает. На самом деле, вот юзать баночки это на вкус и цвет. Если ты не играешь через орков, то ты, в принципе, можешь хоть сразу юзать баночки. Но знаете, когда в твоем кармане лежит где-то 10-15 баночек, которые могут тебе восстановить большую часть хп, это внушает доверие. Ой, как внушает. А вот когда у тебя не лежат эти баночки, у тебя хп мало, и ты такой думаешь, ай, будет больно сейчас. Очень больно. ХП-то нет, ничего нет. Ух ты, как ему звери идут. Сейчас раунд с мобами, надо что-то делать. Хьюстон, что-то надо делать. Не скажу, что у него сильный стол, но на самом деле... Ну, пусть будет так. Фух. Начало у него хорошее. 85 хп, 50 монет. Если мобов сейчас всех заберет и еще упадет ему Мамора, то это забейте. Это будет слишком сильно. Особенно если нефритовый генерал будет в 3 звезды. Хорош. На самом деле нефритовый генерал кидает стан на 4 секунды, вдумайтесь. На первом уровне это 3 секунды, а на втором уровне это 4 секунды. Самый долгий стан в игре. Это ж обалдеть, 4 секунды стана. Яйца. Взял аптечку. Окей. Аптечка на самом деле это хорошо. Полностью в лустрик выйдет. Баф людей себе еще оставят. Будет вообще прекрасно. В самом деле вот эту вот маску, если он играет на лустрике, он может в кого-нибудь закинуть. Допустим, если он чувствует, что у него сильный стол, он эту маску может закинуть
в кого-нибудь из своих героев. Кстати, поспешил аптечку юзать. Ой, как поспешил. Ошибка. Ребят, никогда в жизни так не юзайте аптечку. Никогда. Потому что элементарно сейчас на этом раунде вы можете выиграть. Как мне нравятся вот эти вот люди, которые ездят на своих мопедах и у которых пробит глушитель. Боже, его слышно на всю округу. В радиусе 10 километров. Он просто под моим окном только что проехал. Ой, обожаю таких людей. Обожаю. Еще и сверчок этот за окном сидит у меня. Скилл обнаружен. Ставь 2 генералов. Давай, ставь 2 генералов. Стиль на этого генерала у него тоже такой классный. О, шаманчики. Походу тут реально будут шаманы. Это интересно. Давайте немного поговорим по поводу шаманов. В самом деле, когда ты играешь на шамана, ты должен прекрасно понимать о том, что эти шаманы могут тебе такую лютую поплаву устроить, потому что если они будут перевоплощаться в кого-то не очень хорошего, ты так будешь получать в табло. Игра на шаманах — это лютое казино. Либо тебе идет идеально по фигурам, либо же тебе идет так плохо и по предметам заодно тоже, что ты просто сидишь с открытой челюстью и думаешь, за что? За что мне это? Что я сделал в жизни не так, что мне такие плохие шаманы падают? Вот с такими мыслями и сидите. Мог бы, кстати, сейчас уже поставить себе... А, не мог. Не, мог. Мог поставить себе сейчас 3 шамана. Чтобы как можно меньше получать в лицо. Но так как у него есть аптечка, он хочет эту аптечку полностью реализовать. И при этом ничего не потерять. Ну, ребят, там тоже такой серьезный стол. Там еще есть гнездо Маморы у убийцы. Не хочешь посмотреть, что там у убийцы? Клевер хочешь найти, да? Хочет себе бусы и хочет себе драконий рог. Если что, в этом патче бусы работают на умение. Поэтому логично, почему он хочет бусы. Жаль, ему Мамора не упала на 10-м раунде. Я хотел посмотреть на его максимальный скилл. Это когда он закидывает панду в Мамору и до 20-го раунда вытаскивает нефритового генерала в 3 звезды. Ну, либо любую другую панду. Чисто вспоминаю тот момент, когда я на стриме закинул эльфийскую волшебницу в гнездо Маморы, и она по итогу за 15 или 16 раундов не пришла в 3 звезды. Притом ее никто не собирал вообще. Жестко? О да. Жестко еще и как. О, там тоже паренек играет на шаманах. По крайней мере пытается сыграть на шаманах. Это будет интересная баталия шаманов. Кому фартанет? Если тому шаману фартанет больше на фигуры, то, соответственно, он выиграет. Если ему фартанет, то, соответственно, выиграет Марк. Это будет легендарная битва. Фух. Мне на мгновение показалось, что это пришел минер. Честное слово, на мгновение. Мимолетно, так сказать. Мехов поставить сейчас. Ну, кроме мехов, тебе надо будет выставить сильный стол на этих мобов. Эти мобы будут пожестче. О, 9 винстрик сбили молодому. Ого-го. Не, ну жрецов убирать надо. А тебе, по сути, некого ставить, поэтому, в принципе, пусть стоит. Если отхил накинет, будет хорошо. Не накинет, ну что ж. Финита ля комедия. Предметы у него шикарные. Мне так нравятся его предметы. Во. Жирный лайк. Я бы, кстати, на его месте Марс... О, да, красавчик. Только я... Это, короче, это миндальная связь, ребята. Только я подумал, он сразу это сделал. Прикиньте. Все-таки Марси может ваншотнуть половину хп, и это жестко. На мобах зачастую выручает Марси. Даже в 1 звезду. Даже вот без предметов она может спокойно выручить. Вот смотрите, ваншот. Ну ладно, ваншот не прилетел. У него, кстати, шахматная доска забагалась или что? Половина верхней доски почему-то с кривой анимацией.
Не понял. Ребят, это лучшие предметы, которые только можно придумать для него. Он просто даже такой, да ну и в баню, и все. Скипнул. Давай, драконий рог. Рандом. Ну, бусы, кстати, тоже неплохо. Баф людей. Хорошо. Кого-то он поставил лишнего, что не смог поставить себе баф людей. Собака, котел, панда. А, не, все в порядке. Что-то это я уже провтыкал. Я подумал, что он баф людей не поставил, прикиньте. Ну, поплыли у меня глаза, поплыли. Немножко заплыли. В самом деле у него сейчас будет ранний 9. У него 61 хп. Самое главное не пожадничать, потому что в моменте можно так пожадничать, что мало не покажется, и потом ты из этой ситуации не сможешь выпутаться. Никак. Ввиду к тому, что если он будет сидеть вот, по максимуму до 10 уровня через эту аптечку, у него просто потом не останется хп. Баночек у него уже нет. У него сейчас вот эти вот истинные 61 хп. Там, кстати, воины собираются еще. Тоже будет неприятно, если будет сильный воин. Ну, тут лустрик, хорошо. Хотя, на самом деле, вот смотришь на стол противника, у него довольно-таки слабый стол. Но из-за того, что у него 4 орка, плюс Лина в 2 звезды, она затащит. Да, плюс отхил накинулся. Нормально, нормально. Живем. Сидим, живем на лустрике. У него стильно нефритового генерала, обалденный. Мне нравится. Ай-яй-яй, немного не повезло ему с пандой. Ну, немного не повезло. А вот шаманы идут, будь здоров. Может, ты сейчас найдешь себе эмпреску? Запросто так. У него есть еще, по сути, 2 раунда посидеть на лустрике. Дальше ему нужно сделать себе сильный стол. Будет классно, если реликвия яиц упадет. Или еще лучше Мамора. Прикиньте. На 20-м раунде красиво ставит себе гнездо Маморы, закидывает туда нефритового генерала. И он к 29-му, 30-му раунду становится в 3 звезды. Будет красиво, если он придет ему, когда у него останется 1 хп. И ему просто, знаете, как дар с небес упадет нефритовый генерал. А вот тут, кстати, синергия кунг-фу. Неприятно. 46 хп. Баночка плюс 1 хп, пивная панда сюда. Это нам нравится, такое мы любим. В самом деле, в основном ему баночки хорошо восстановили хп, потому что посмотрите результат. У него 9 уровень и 38 из 64 опыта. Вкусно? Вкусно. Ну, кстати, если там соберутся 9 воинов, то нефритовый генерал в 3 звезды только сможет хоть что-то сделать. Либо же ему придется искать перчатку 4 тира, которая будет давать ему чистый урон. Посмотрим, что получится. Самое главное, чтобы 9 воинов не собралось. В идеале, чтобы там вообще воин не собрался. Потому что соберется ранний воин, Марку будет очень туго. Вообще он мог бы поставить сейчас Дума. Спокойно. Так. Парень с 5 хп вылетит сейчас. Вот, кстати, этот воин. Ну, кстати, мне нравится вот эта вот расстановка под нефритового генерала. Смотрите. Опа. Камень прилетел. Было бы у него 4 бога, он их в вечном стане бы держал. И кайфовал бы от жизни. Так. Морф вылетел. Баночка. Плюс 5 хп. Нормально. Очень даже вкусно. Не би... Ну ладно.
Не было особого смысла брать уровень. Потому что на следующем раунде он бы в любом случае был бы 10-й. Ну ладно. Свен. Разблокировал, 5 монет получил. Хорош. Давайте, держим за него кулаки, что ему сейчас упадет гнездо Мамора, либо нефритовый генерал. А лучше и то, и то. И яйцо. Одного генерала в Мамору, второго апаешь через яйцо. Идеально. Классно я придумал, да? Но я слишком многого хочу. Хотя это Марк. Тут все возможно. Чего? А почему косу взял? Что за лаги? Солнечный страж хорошо идет. Да, прикиньте, он будет играть на шаманах. Вот это вот контент. Еще и Свен пришел ему. А почему не реликвию яиц? Наверное, хочет позбивать винстрики. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все. Ну только знаете, в чем минус игры на шаманах? Он не сможет играть нормально на шаманах. Потому что он уже предметы рольнул. Ему, кстати, нужно хоть какой-то активный предмет закинуть в импресску, иначе она перевоплощаться не будет. Какую-то цепочку там. Условно. Или он не будет так делать. Ну, в идеале бы, конечно, поставить ему какой-то предмет на активацию. Косу заюзай. Хорош. Лев, тигр. Нормально. Нормально. Очень даже нормально. Еще и баф магов поставил. Че, реально на Свене будет играть? Не, ну интересно. Все равно. Хочу посмотреть, как он будет этого Свена не реализовывать. Еще один шаманчик. А тролля шамана он не купил, да? Ну ладно. Не купил, так не купил. Хотя мог бы. Эмпресска, боже, как ему идет все. Игра создана для шаманов, но вот только он предметы рольнул, поэтому не очень-то и создано получается. Дум 3 звезд появился. Кстати, на Эмпресску стиль, если что, как из чужого фильма. Классная внешка. Он сейчас 11 себе возьмет, обалдеть. Просто с помощью косы, с помощью шамана, с помощью вот такого себе стола. Он сейчас себе возьмет 11. В легкую. У него и баф людей есть, и коса, так что тут вообще все прекрасно у него. Минер. Но минера брать не будет, окей. Тролль. Посмотри, легендарные фигуры. Тролль есть, нету? Интересно. Решил так сделать. Мог бы, кстати, жрицу поменять. Ну, скажем так, дотерпел он до этого момента. Дотерпел. Сейчас отыгрывается на них. Скоро 11 возьмет. Еще чуть-чуть, еще немного и будет 11. Хорош. Может, жрицу уберешь, поставишь тайда какого-то? Стан все-таки приятно. А? Как тебе идея? Убирай жрицу и ставь тайда. Будет стан. Не хочешь? Ну вот, кстати, косу теперь он оправданно взял. Очень даже оправданно косу взял.
Раз он их так выигрывает, плюс у него баф людей стоит, то ой-ой-ой. Забираю свои слова назад за то, что он не взял реликвию яиц. Я просто подумал, что он хочет сыграть через нефритового генерала в моменте. Отсюда вот такой вот вывод. Интересно по итогу, какой конечный билд у него будет? Шаманы? Ну, хотелось бы увидеть шаманов, конечно. А неплохо тебе нефритовый генерал идет, я смотрю. Молодой, горячий. Яйцо еще пришло. Ой, я аж чихнул. Спасибо, кто пожелал мне быть здоров. Спасибо большое. Извините, не смог сдержаться. Думал, смогу, но не смог. Через яйцо апнул Свена. Интересно. Это аллергия на инсектоидов, понимаете? Значит, тут по-любому когда-то инсектоид должен появиться. Либо же это реакция на импресску, потому что обычно импресску собирают под инсектоидов. Так, пивная панда, неинтересно. Я уже думал, что ему опять нефритовый генерал пришел. Тут уже хан ему пришел. Отменно. Уровень хочешь купить. Ему осталось 4 опыта до 11 уровня. Просто один раунд выигрывает, и он берет себе 11 уровень и будет выставлять свой билд. Интересно, какой он по итогу будет. Ай-яй-яй, какая обида по предметам. Цветку пропустил. Значит, он не хочет играть через импресску. Да? Я ж надеюсь, я правильно понимаю. Ну, иначе... Ну, да, на самом деле он не будет играть через шаманов, потому что он уже несколько раз рольнул предметы. Невыгодно играть на шаманах, раз ты уже предметы рольнул. На шаманах выгодно играть только тогда, когда у тебя есть куча предметов. Тогда это выгодно. Если у тебя нет кучи предметов, это невыгодно. Это просто пролюбить свой потенциал. Кратко. Ой, какая авторская лагуна от Лины. Кайф. У меня бы Лина закастила, если что, свою лагуну бы в бревно. Свен идет. Сильно. Так, поставил себе горн. О, 4 горна ставят. Эмпресску не продает. Интересно, кстати, у него сейчас 4 бога. Фулл горн. И все это приправлено, если что, под нефритового генерала. На секундочку. И шанс у него, кстати, на легендарные фигуры сейчас огромный. Тает. Вообще прекрасно. Подожди, Тайда надо поменять местами. Горн Нагарта сзади появился. Ну ладно. Ой, какая фармежка от эльфов. Зевс! Тут можно собрать 6 богов под нефритового генерала, прикиньте. Я хочу на это посмотреть. Пожалуйста, Марк, давай, реализуй. Еще один Зевс, сюда. Еще и Дизраптор. Боже, да тут шаманы тоже идеально идут. Но уже нет смысла играть на шаманах, как я уже говорил ранее. Не-не-не-не-не. Аганим? Ну, в принципе, можно Аганим. Ему надо найти будет одного бога. А, у него все боги есть, ладно. У него 6 богов. Вот это сейчас будет камнепад. Ему в идеале найти драконий рог.
В идеале тупо найти драконий рог. Давай, драконий рог. А там же 9 воинов, ему по-любому надо будет найти перчатку. Хочет или нет того, но ему надо будет найти перчатку 4 тира. Против воинов будет тяжело. А не, в принципе, плевать. Отхил... А, это не воин еще. Это еще не воин. Посмотрите на это КД смешное. Там меньше 1 секунды КД. Давай перчатку 4 тира. Налегке, на одном дыхании. Если бы у кого-то там был бы еще большой винстрик, ты бы мог себе здесь и 12 взять. У него столько денег. Жестко. Интересно, оставит он у дизраптора или нет? Как же хорошо он ему идет. Время, 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 время! Продавай, продавай, продавай быстрее. Не успел продать. 6 богов разобрал. Плохо. Да. 6 богов он разобрал неприятно. Ну а синергия кунг-фу этот момент тупо словила. Ну, кстати, по-моему, парень с синергией кунг-фу вылетел. Да, там чел, который слил ему винстрик, вылетел из игры, прикиньте. Вот это ему, наверное, там обидно было, этому пареньку. Продай Свена, у тебя 1 Свен лишний. Если ты, конечно, его в 3 звезды не будешь собирать. А зная тебя, ты его 100% можешь в 3 звезды собрать. Мы уже такое где-то видели. Где-то мы когда-то такое видели, когда Марк собрал 3 звезды Свена. 100% видели. Давай, перчатку с первого раза находи, и тебя никто не остановит. Одна перчатка решит все твои проблемы. И Мамора, и реликвия яиц. Что выберешь? Мамору взял, окей. Мамору взял, потому что у него есть 1 нефритовый генерал. Но я не знаю, я бы, наверное, яйца все-таки бы взял. Хотя не факт. Свена продал, поставил минера. Хорошая расстановка сейчас. Горн будет на первом месте. Давай, перчатку. Давай, с первого раза. Покажи скилл. Ай-яй-яй. Плохо. Но на самом деле мантия неплохая, потому что... Омник. Какой кайф. Короче, мантия на самом деле неплохая. Почему? Потому что он может вдруг чего поставить себе синергию кунг-фу под 6 богов. Это вообще будет люто. Да, придется пожертвовать горном. Но я думаю, эта жертва будет максимально оправданной. Вот, кстати, 9 воинов. Ну, по-моему... Вы видите этот прикол? Из-за того, что у него все в ряд стояли, он тупо всех в вечном стане держал. У него там меньше 1 секунды КД на этом нефритовом генерале, прикиньте. Обалдеть. Не, он найдет здесь перчатку 4 тира, его никто не остановит. С таким-то приколом, с вечным станом. Это слишком сильно. Омника еще даже на всякий случай берет. Дух пятерка, боже, как хорошо. Бери духа пятерку вместо, не знаю, кого-нибудь. Вместо минера, либо тайда.
У тебя просто вместо Тайда есть нефритовый генерал, который накинет кучу станов. Ой, там Дизраптор собрался в 2 звезды. Вот это вот плохо. Хотя на самом деле, если... Ну там Дизраптор может умереть от этого воина. Потому что Дизраптор сам себя сожжет. Сейчас посмотрим. Вот Дизраптор в 2 звезды. А, но он уже не под 6 богами. Точнее, не под 4 даже богами. Так что плевать на этого Дизраптора. Да, вообще забейте. Вот, вечный стан. Бэм. Хотя, неприятно, конечно. Ой, станчик не так пошел. Не, ему 100% перчатка надо. Без перчатки очень туго. 18 хп. Надо, чтобы кто-то вылетел. Кто пришел? Эмбер. Классно. Но бесполезно. Друид, друид! Фух. Еще один хан. Переживаю за него, как за себя. Понимаете, как будто это моя игра. Вот так вот я за него переживаю. Кстати, парень здесь молодец, всех кучно поставил. Я ставлю ему за это лайк. Ребят, запомните вот эту вот расстановку и всегда используйте такую расстановку, когда вы видите, что против вас есть куча контроля. Нефритовый генерал. Нефритовый генерал такой обожает. Ну, гениальная расстановка. Так, все, они 1 на 1 остались. Давай, находи перчатку и выноси его. Марк, я знаю, что ты скилловый. Давай, показывай скилл. Одну перчатку. И в могилу. Давай. Ты можешь. Хорош, Марк. Я в тебе ни грамма не сомневался. Для полноценной картины ему нужен нефритовый генерал в 3 звезды. Вот чтобы прям максимальное проявление его скилла было. Либо же найти просто Аганим. Все. Ну что, погнали. Я давно хотел посмотреть на нефритового генерала под 6 богами. Только вот бы ему Аганим найти было бы вообще идеально. Ну посмотрите, там меньше 1 секунды КД. Вы посмотрите. Есть немного проблемы с маной, но на самом деле не супер критичные. За 4 секунды он успеет все-таки тысячу тычек дать. Ну все, там просто камнепад устроил. Забейте. Минка, неприятно. Нормально. Живем. Нормально. Был бы, конечно, у него нефритовый генерал с Аганимом, игра бы быстрее закончилась. Там и урона больше, и станов было бы больше. Там вообще не продохнуть было бы. Ну, красивый билд, красивый. Щит 5-го тира. Да не, щит 5-го тира такое себе. Надо вот Аганим. Да. Аганим приоритет. На самом деле, если у тебя будут какие-то проблемы с отхилом, ты можешь поставить вместо 2 героев чернокнижников. Как вариант. Это если ты захочешь цепочку рольнуть. Кстати, Мамора отлично апгрейдится. У него 35-й раунд, а Мамора даже в 2 звезды не вылупилась. Прикиньте. Сильно. По всей видимости, скилл не прокачан. Просто найди Аганим. И все. Просто найди Аганим. Давай, у тебя куча бесполезных предметов. Давай. Давай. Рискуем. Делаем красиво. Давай, бусы. Просто бусы туда. Отправляю бусы в next игру. Давай, 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 бусы. Ну, неинтересно так, Марк. Ну, какой предмет 3-го тира? Ну, что это? Надо было рисковать. Надо было рисковать. Все, Марк, все.
Обиделся я. Я обиделся. Не захотел ты рисковать. А надо было. Понимаешь, надо было. Не, ну ты-то палку не перегибай. У тебя, кстати, было в предыдущей Лондруид. По всей видимости, не захотел. Да, вы просто посмотрите, что он творит. Это законно? Это незаконно. Надо вызывать полицию. Игра красивая. Красивая. Вот я и увидел нефритового генерала. Под 6 богами. Жалко, конечно, без Аганима. Но это было красиво. Очень красиво. У него, конечно, там странный билд у этого паренька на втором месте. Максимально странный билд. Какие-то гоблины, недоорки. Короче, ребята, это какая-то хрень там у него не билд. Ну что я хочу сказать по поводу этой игры. Игра классная. Довольно-таки эпичная. В моменте я подумал, что может не дожать. В моменте я вообще подумал, что он будет играть на шаманах. Эх, как я люблю вот этих вот людей на мопедах. Честное слово, обожаю этих людей на мопедах. Ладно, я говорил по поводу игры. Так вот. Игра получилась эпичной. Мне она понравилась однозначно. Но вот в последних раундах ты не дожал. Тебе надо было рисковать, понимаешь, Марк? Смысл в риске. Вот этом вот азарте. Прикинь бы тебе упал Аганим, что бы там происходило. Там бы такой камнепад был. Ты шо? Хотя и так у тебя меньше секунды было КД. Но с Аганимом было бы еще лучше и больше урона. Но красивая игра, красивая игра. Противники, конечно, у тебя вот на втором месте. Максимально слабый противник. Но у него честно, у него максимально странный билд. Посмотри на его стол. Что он собрал? 4 орка, 6 гоблинов? Красава. Зачем? Вот и я не знаю, зачем он такой билд себе сделал. Странный чел на втором месте. На третьем месте еще более-менее чел, потому что у него там хотя бы антимаг есть. Ну ладно, мы не за этим здесь собрались. Классная игра. Очень классная игра. Добавить мне нечего. Я, в принципе, все свои эмоции выдал в течение этой игры. Что думаете вы по поводу этой игры, вы напишите, соответственно, в комментариях. Если ты еще на меня не подписан, обязательно подпишись и поддержи своим лайком и комментарием от 3 слов этот ролик, чтобы он продвинулся в тренды и рекомендации. Также у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!